В сети появился ролик, в котором дюжина женщин задает следующий вопрос. Нужны ли нам мужчины? Большинство быстро ответили «нет». И только одна сказала, что по ее мнению женщинам нужен мужчина в их жизни, только одна. Но когда мужчинам задали аналогичный вопрос, нужны ли нам женщины, большинство из них ответили «да». Итак, как вы думаете, почему? Потому что мужчины бесполезны. Кстати, я хочу провести различия между натуралами и геями, потому что я думаю, я бы умерла без геев. Никто не может так сплетничать, как геи. Никто не поможет вам подобрать аксессуары, как геи. Никто не поможет вам удержаться от причинения себе вреда, как геи. Но, за исключением такого человека, как Стив, я думаю, что Стив очень самодостаточен. Это муж Джой. Но моему мужу требуется целая деревня женщин, чтобы убедиться, что он не истощен, не голодает и не живет в собственной грязи. Но знаете ли... Не. Ой, девочки, я чувствую, что вы дольше меня женаты. У меня дома мастер на все руки. Он все чинит. Когда что-то происходит ночью, он спускается вниз. Когда нужно уничтожить жука, он его уничтожает. Когда нужно что-то починить, он это чинит. И он выбрасывает мусор. Я наслаждаюсь всеми мужскими делами. Подождите секунду. Я знаю, что ты собираешься сказать, но подожди. Она в действительности говорит о слуге. Давайте посмотрим правде в глаза. Она говорит о разнорабочем. Но этот разнорабочий с бонусами. То, что вы описываете, можно заплатить любому человеку. Мы здесь не об этом говорим. А как же внутренняя жизнь человека? Вот о чем идет речь. Мой мужчина нужен мне 3-4 раза в неделю. А в остальное время ему нужна жена. Потому что я всегда говорила, жена всем нужна. Я иногда дразню своего продюсера Дики. Не хочешь присоединиться к нам с Максом? Не в этом смысле. Мы с Дики могли бы убить его в качестве домашних бегунков. Мы бы смеялись, хихикали, занимались всеми делами, а Макс был бы так взвинчен, что я все равно тратил бы все свои слова где-то еще. Так что это было бы идеальное сочетание. А на днях Калеб сказал мне, это мой младший сын, он сказал, мама, я хочу запасную маму. И я не поняла, о чем он. А он сказал, что у Женевьевы есть запасная мама. Я поняла, что родители развелись. Нет, разведены. Нет, запасная мама, 2 мамы. Я спросила его, потому что сначала я была немного уязвлена. Я подумала, что же я делаю не так. А он такой, не, я думаю, что пока я сплю, нужно обращать внимание и на других детей. И если бы у нас была бы запасная мама, то ты смогла бы сосредоточиться на мне. И это было так мило. Кстати, он не просил о запасном папе. Я совершенно по-другому отнеслась к тому, как я готовилась. Потому что в целом мне кажется, что мужчины оказались в значительной степени бесполезными, как и, впрочем, политики. Люди, которые говорят то, что нужно сказать моей партии, это все женщины. И очень немногие мужчины, за исключением Майка Пенса, который говорит то, что нужно. Но в моей жизни мне нужен мой муж. Не знаю, нужны ли мне другие мужчины, но он незаменим. Именно об этом я и говорила, мы похожи на наших мужей, нам просто не нужны мужчины сверх этого. Проживите в браке с ними 20 лет, и вы увидите, насколько они незаменимы. Я думаю, что женщины могут оставаться замужем так долго, как они это делают, только потому, что у них много подруг. Потому что мне всегда приходится инициировать разговоры. Он вступает в разговор, но мне приходится его останавливать. Девочки, я вам только что сказала, что у меня здесь 8 подруг из Панамы, которые дружат уже 50 лет с тех пор, как они ходили в детский сад. О, это мне нравится. И они говорили вчера, что прошли через разводы, через трудности, и эта женская община сделала это возможным для них. Нему более склонны к сотрудничеству, чем мужчины. Есть исследования, которые говорят, что у женщин гораздо более тесные дружеские отношения, чем у мужчин. Опять же, я думаю, мы должны различать геев. Не, геи это отдельная категория. Да, но мы не женаты на геях, понятно? Но женщины говорят о своих чувствах, мужчины говорят о спорте, машинах и прочем. Не знаю, мой муж говорит о своих чувствах. Может, он гей?